Приветствую всех на своем канале «Неизвестные факты». Меня зовут Светлана, я живу в Индии, в городе Дели. Последние новости, которые происходят у нас здесь в Индии, в общем-то, практически ничего не происходит, потому что заболевших практически нету. И как выяснилось, по модному заболеванию, которое у нас идет сейчас, и по всем этим вариантам, которые нам с удовольствием представляют во всех новостных каналах, у нас уже 5-й день после второго локдауна, 5-й день, конкретно именно в Дели, нету ни одного заболевшего, нету ни одного умершего от вот этого вот заболевания с номером 19. Вы поняли, о чем. Конкретно по числам, если то эти дни были, где ни одного умершего не было, это 18 июля, 24, 29 июля, 2 августа и вот сегодня 4 августа. С чем это может быть связано? Можете оставлять комментарии, можете оставлять свои предположения. Но у нас практически все спокойно. Я не знаю, по полицейским, вот хочу сказать такую вещь. Недавно у меня подруга, она ездит в метро очень часто, и она ко мне приезжала в гости и рассказала мне, что в метро сейчас у них там новая фишка. Они ходят где-то по 6 человек полицейских, 3 в обычной форме и 3 в военной форме. И штрафуют всех, кого видят, включая маленьких детей даже, то есть родителей маленьких детей, кто употребляет что-то из еды, либо из напитков. Их совершенно не волнует, маленький это ребенок ли, старый ли это человек пожилой, больной ли ты, здоровый ли ты, не волнует абсолютно. Они ходят вот с такой машинкой, которая пробивает карточки, и, значит, штрафуют на 200 рупий всех. И при ней 5 человек оштрафовали, пока она ехала. То есть она туда-обратно ехала, и вот за это время, она говорит, я 5 раз видела, как они подошли сначала к женщине, к маленькой, сначала к женщине, у нее было 3 детей, один из них пил воду или сок, не знаю. В общем, они к ней придрались и хотели ее оштрафовать, но она там подняла такой хай, что, в общем, она отказывалась платить, но они там просто на нее насели конкретно, и она говорит, она еле просто отбилась. Потом она видела 2 студенток, которые ели что-то в вагоне, бургеры там или что-то, не знаю, в общем, из еды, из индийской. К ним подошли, они тоже стали там с ними ругаться, но вторая девушка вытащила 200 рупий и заплатила. То есть сказала, ладно, пускай забирают, подавятся, будем дальше есть спокойно. В общем, та заплатила. Вот. В общем, я не знаю, раньше у нас тоже было нельзя есть в метро, но, тем не менее, никто никого не штрафовал. Поэтому тут, я думаю, что это новая фишка, связанная с тем, что надо как-то сейчас народ побрить очередной раз, потому что за маски стричь овец, в общем-то, невыгодно сейчас. Сейчас в основном все носят вот эти вот наморднички, приспущенные на подбородке. Даже в машине, если едешь в машине, все равно у тебя вот здесь вот эта штука висит. И если по дороге ты видишь, приближается пост полицейский, и натягиваешь просто и проезжаешь. Но они уже все сообразили, что люди умные, штрафовать сейчас некого в основном, поэтому надо придумать новую фишку. Вот теперь придумали такую фишку по метро. Значит, не знаю, может быть, в общественном транспорте тоже штрафуют. Я не езжу по общественному транспорту, я не знаю. Вот. Но вот когда я лично ездила в метро, тоже это было недавно, я не видела, чтобы кого-то штрафовали. В метро на станциях существуют такие закусочные ресторанчики, где можно постоять, покушать, там, посидеть. Вот в тех местах не запрещено.
Ну, в вагонах всегда было запрещено, но так, чтобы штрафовали, такого никогда не было, никогда. И вот это новая фишка у них такая сейчас. Поэтому по поводу, значит, укольчиков вот этих, которые сейчас идут, да, вроде как, не знаю, среди моих знакомых прокололись все, ну, практически все. Вот. Даже свекор мой прокололся 2 раза. И я уже говорила, по-моему, да, что он через неделю слег с температурой. Он уже старенький, ему где-то, ну, ему за 70 лет. И с температурой у него слег, у него был кашель сильный. Причем такой очень сильный, и он, в общем, почему-то быстро на ноги встал. Скорее всего, это был не вирус, это было что-то другое, может быть, простудное, сезонное, может быть, иммунитет ослаблен как раз был после вот этого укола, и он как раз немножко простыл на этом фоне. Вот. Но он встал на ноги очень быстро, за 2 дня буквально, вот он отпивался горячей водой, и за 2 дня он как огурец встал на ноги, просто у него через 2 дня ни температуры, ни кашля, как будто вот вообще ничего не было, представляете? Вот у него такой страшный кашель был, он дохал, сидел там целыми днями в комнате, а тут через 2 дня, представляете, ничего нету. Но это просто какая-то фантастика. Никакие лекарства он не пил, причем, понимаете, только воду горячую пил, все, больше ничего. Ну, парацетамол от температуры 2 или 3 раза принял, и все. Ну, а так у нас, в общем-то, все спокойно пока. Никаких особых таких новостей нету. По укольчикам, да, хотела сказать, по укольчикам. Про русский, значит, космический препарат пока ничего не слышно, колят его или не колят его. Вот честно, у меня на слуху такого не было. А индийские вот эти вот Covishield и Covaxin, они колят, но вроде как они уже тоже заканчиваются на исходе. И много-много людей прокололось. Не знаю количество, то, что пишут там в средствах массовой дезинформации, верить нельзя, но, судя по всем моим знакомым, кто прокололся, они пока живы, никто не умер, слава богу. Вот. И даже пожилые, и люди, те, которые моего возраста и помладше, тоже все, в общем-то, пока чувствуют себя хорошо. Что будет дальше, не знаю, буду держать вас в курсе событий. Ну, а так, в принципе, больше никаких новостей нету. Кстати, да, вот это вот пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, почему вдруг у нас так в Дели резко снизилось количество заболеваемых и смертей, смертей особенно, да, и в других штатах, например, в Керале, там повышена, наоборот, заболеваемость. Насчет смертей ничего не могу сказать, заболеваемость там по новостям, да, повышенная. Вот, поэтому тут предполагать можно что угодно. Скоро у нас, конечно же, будут какие-то выборы. Если честно, я не знаю, куда. Может быть, это все делается специально перед началом выборов. Обстановку искусственно успокоить, чтобы люди поверили в то, что все хорошо, все спокойно, и спокойно шли на выборы. Но как только они закончатся, возобновится 3-я волна. Давайте будем наблюдать, что будет происходить. С моей стороны, как бы, я так хожу, наблюдаю за людьми. Намордники никто не хочет снимать. Все ходят в намордниках поголовно. В торговый центр сегодня ходила. Чисто формально они вот проверяют температуру и намордник есть на тебе или нет, даже не смотрят. То есть я там вот так вот просто спустила вниз и спокойно ходила, никто ничего слова не сказал даже.
Вот, сами полицейские, они сидят у этих баррикад на дорогах, которые тоже со спущенными намордниками. Ну, понятно, сейчас еще сезон дождей, сейчас такая влажность очень большая на улице. Многие города вообще затапливает, особенно Мумбай. Ну, это обычно каждый год такое происходит. Вот. У нас пока все хорошо, никого не затопило. Наводнения, они всегда есть в этот сезон. Тут уже никуда не деться без них. Если что-то такое катастрофическое будет, я, конечно, сделаю репортаж. Ну, а так, в общем-то, на сегодня все. Спасибо за внимание. Думаю, скоро увидимся. Не теряйтесь, подписывайтесь на все мои каналы, на телеграм-канал, на мой запасной канал и на мои хостинг-каналы. Всего хорошего. Будьте здоровы. Скоро увидимся.